С самого детства Иван, сын простого деревенского механизатора, грезил не о городских высотках и не о сверкающих дорогих машинах, а о бескрайних полях, уходящих за горизонт. О запахе сырой земли после весеннего дождя. О тяжелом, но честном труде, который оставляет на ладонях мозоли, а в душе глубокое, теплое чувство правоты. Он мог подолгу сидеть на краю старого оврага и смотреть, как ветер колышет траву, как облака плывут над землей, словно огромные безмолвные корабли. Еще мальчишкой он говорил себе, что когда-нибудь у него будет своя земля, не клочок, не маленький участок у дома, а настоящее поле, где он сможет сеять, выращивать, пробовать, экспериментировать, вкладывая силы и душу, чтобы однажды увидеть перед собой собственный золотой урожай. Эта мечта стала его верным спутником, чем-то вроде тихого внутреннего мотора, который не давал ему опускать руки, даже когда было трудно. Когда Иван вырос, жизнь, как водится, не спешила стелить перед ним красную дорожку. Денег не было, возможностей тоже. Но была упрямая, будто высеченная из гранита воля и умение работать до изнеможения. Он устроился в хозяйство механизатором, как когда-то его отец, и начал откладывать каждую лишнюю копейку. Работал на чужих полях, на чужой технике, по чужим указаниям, но каждый раз, заводя двигатель трактора и чувствуя, как под кабиной вибрирует тяжелая машина, он видел перед собой не эти участки, а свои будущие. Он никогда не говорил об этом вслух, считая, настоящие мечты любят тишину, и годы шли. Медленно, порой мучительно, но он копил. Отказывал себе почти во всем. Другие ходили в гости, покупали телефоны, собирались на праздники, а он в это время подрабатывал. Зимой ремонтировал технику односельчанам, летом брал дополнительные смены, работал по ночам. Он уставал так, что иногда засыпал прямо в рабочей одежде, едва добравшись до кровати. Но просыпался и снова шел работать. Так было год за годом. Ему удалось купить сначала небольшой старый трактор, весь в ржавчине, но надежный. Иван отремонтировал его так, что тот стал работать лучше новой техники. Потом он купил первый участок земли, совсем маленький, его трудно было назвать полем, но для Ивана это был символ, первый шаг. Потом второй участок, побольше. Затем третий. И когда, наконец, он смог приобрести широкий клин земли за старой лесополосой, он понял, его мечта больше не кажется недостижимой. Иван трудился так, будто в сутках было не 24 часа, а вдвое больше. Вставал до рассвета, в тишине, когда все вокруг только начинало просыпаться, когда на траве лежала холодная роса и слышны были лишь редкие крики птиц из лесополосы. Он выезжал в поле, проверял почву, технику, готовил семена, рассчитывал глубину посева, влажность, погоду, сроки. Он хотел сделать все идеально. Не просто вырастить урожай, он хотел доказать себе, что его многолетний труд был не напрасен. Красивая, тихая весна подарила ему уверенность, всходы поднялись ровные, дружные. Лето выдалось теплым, но не жарким, с редкими, но своевременными дождями. Посевы зеленели так ровно и густо, что к полю начали приходить люди, одни с доброй завистью, другие с кривой усмешкой. Иван замечал взгляды, но не обращал внимания, он был слишком поглощен работой. Он жил ожиданием момента, когда сможет впервые пройти по собственному созревающему полю и почувствовать в руках колосья, выросшие благодаря его труду. Мечта становилась реальностью, почти осязаемой, до уборки оставалось всего несколько недель. Он уже начал готовить технику, смазывал механизмы, менял изношенные детали, осматривал каждый шланг, каждую гайку, будто готовил к бою боевую машину. Но то, что случилось поздней ночью, он не смог бы предотвратить никакой подготовкой. Сначала он почувствовал запах, резкий и едкий, несомненно, запах дыма. Ветер нес его прямо к дому. Иван вскочил, выбежал во двор и увидел багровое зарево у горизонта. Пламя. Там, где должны были тихо темнеть его поле, вспыхивали огненные языки. Он сразу понял, это не случайность. Слишком далеко от деревни,
слишком синхронно вспыхнули два края поля. Кто-то поджег. Завистники. Те самые, что ходили вокруг, бросали косые взгляды и шептались. Иван не стал кричать, не стал звать на помощь, он просто кинулся к трактору. Руки дрожали, но действия были точными. Он знал, пожар в полях распространяется быстрее, чем человек может представить. Ветер усиливал пламя, гнал его вглубь. Если он не успеет, потеряет все. Все годы труда. Всю свою мечту. Запрыгнув в кабину, он завел трактор с такой силой, будто хотел вдохнуть в него дополнительную мощь. Свет фар рассек дым. Он направил трактор к краю огня. Горячий воздух бил в стекла, трава трещала под колесами, пламя казалось живым, оно тянулось вверх, металось, кусало воздух, будто зверь. Но он не остановился. Его план был прост, но смертельно опасен: опахать горящую зону, создать минерализованную полосу, остановить огонь, пока он не захватил все поле. Он понимал, что каждое движение — риск, что искра может перелететь, что трактор может заглохнуть, что огонь может рвануть в сторону кабины. Но отступить он не мог. Он чувствовал, что вся его жизнь сейчас на этой грани. Трактор рвал землю, вздымая сухие комья, оставляя позади преграду между огнем и оставшейся частью поля. Иван слышал, как где-то рядом трещат вспыхнувшие колосья, как жар прожигает воздух. В какой-то момент огонь подполз так близко, что ему показалось, еще немного, и кабина вспыхнет. Но он не бросил управление. Вывел трактор на новый круг, потом еще один. Он работал так, будто перестал существовать весь мир, кроме этих нескольких десятков метров. Когда ветер вдруг изменил направление и опрокинул огненный язык назад, на уже выжженную площадь, Иван понял, он выигрывает. Полоса была достаточно широкой, густой растительности на ней не было, и огню ни за что было зацепиться. Пожар начал терять силу. Еще немного, и он выдохся окончательно, только тогда, когда огонь наконец замедлился и остановился, когда последние всполохи угасли, Иван позволил себе выключить двигатель. Тишина ударила в уши, будто кто-то сбросил огромный камень. Он сидел в кабине, тяжело дыша, руки дрожали. Он смотрел на поле, часть его была обуглена, уничтожена, но большая часть уцелела. Он сумел, он спрыгнул на землю и только тогда почувствовал, как ноги подкашиваются. Ему стало страшно, но это был страх, который приходит после. Когда понимаешь, что был в одном шаге. Но ни секунды он не пожалел о том, что сделал. Он спас то, что создавал годами. Своими руками. Своей жизнью, и его история разлетелась по всей округе. Кто-то говорил «безумец», кто-то «герой», кто-то «сам виноват», нечего было выставлять на показ. Но для Ивана все эти слова ничего не значили. Он смотрел на свои поля, на уцелевшие колосья, и думал только о том, что никогда, никогда не позволил бы мечте сгореть. Даже если бы пришлось стоять между ней и огнем с голыми руками, он знал, впереди будет еще много трудностей. И завистников, и бурь, и неурожаев, и засух. Но он также знал, что теперь он способен выдержать все. Потому что человек, который прошел через огонь ради своей мечты, уже никогда ее не потеряет, пока живет и дышит. А утром, когда первые лучи солнца легли на поле, он снова сел в трактор. И поехал работать дальше, спокойно, уверенно, так, как умеют работать только те, кто однажды сумел отстоять свое будущее в огне. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. До новых встреч!